Приветствую всех на канале «Жизнь женщин». Давайте поговорим о том, как перестать искать у себя болячки и жить нормальной, полноценной жизнью. Ведь определенным образом мы сами своими мыслями программируем себя на болезни. Наверняка у вас в окружении найдутся люди, которые зациклены на своем здоровье. Сразу после пробуждения они начинают сканировать свое тело на предмет опасностей, прислушиваются, как где-то что-то закололо, зачесалось или вот-вот отвалится. У людей с повышенной тревогой часто бывают страхи, связанные со здоровьем. Они возникают в результате неправильного понимания симптомов вегетососудистой дистонии и воспринимаются как надвигающаяся беда. Тревожный человек может легко накрутить себя до состояния паники. Вот что пишет Елена. Здравствуйте. У меня вот какая ситуация. Маме моей 45 лет. Она сидит дома, не работает, так как ухаживает за недееспособной бабушкой. Нас 3 детей и еще моя дочь, внучка 5-летняя. Моя мама постоянно ищет в себе болячки. У нее постоянно что-то болит, особенно если она посмотрит передачи про здоровье. У нас дома чуть ли не вся аптека. Она каждый день жалуется нам всем о болях. То спина, то поясница, то кишечник, то печень, то желудок, то голова, то сосуды. В общем, все органы у нее периодически болят. Она постоянно думает об онкологии. Например, говорит, а вдруг у меня цирроз печени? Наверное, у меня опухоль какая-нибудь. Я не знаю, как и что делать. По врачам она не любит ходить. Но когда мы уже заставим ее, и она проверяет все, что у нее болит, в итоге не обнаруживается ничего. Я думаю, что это как-то с психикой связано. У нее постоянно какой-то внутренний страх. Она очень близко все воспринимает к сердцу, даже пустую мелочь, обидчивая очень. Не так посмотрели, не с той интонацией ответили. Я ей говорю, чтобы она не думала о болячках, и все пройдет, ведь мысли реализуются, а она говорит, что не может. Что делать, как быть? Мне и жалко ее, потому что она жалуется на боли. Ну и, честно говоря, уже надоело это так называемое нытье. Помочь-то мы никак не можем. И еще одно письмо. Я много лет живу с одной проблемой. Я ищу у себя какие-то болячки, постоянно прислушиваюсь к собственным ощущениям. Много читаю про подобные проблемы в интернете и на медицинских порталах. На время мне становится легче, но эта проблема все равно возвращается. Например, услышала, что кто-то умер от рака, начинаю у себя его искать. Кто-то рядом поговорил о головокружении, у меня начинает кружиться голова. И так во всем. Никто даже не подозревает, что у меня есть какие-то внутренние проблемы. Но вот беда, время от времени меня просто одолевают тревожные мысли. Вопрос у меня следующий. Как принять неопределенность жизни? Как смириться с тем, что люди болеют, умирают? На сегодняшний день мне кажется, что я буду чувствовать внутреннее спокойствие, если мне кто-то скажет, что я никогда не заболею и не попаду в беду. Как справиться с такими глобальными переживаниями? Что же мешает нам адекватно оценивать ситуацию? Первое. Жалость к себе. Интуитивно мы стремимся пожалеть себя, потому что это сглаживает стресс, полученный от болезни. Однако жалость вовсе не безобидна. Она не борется со стрессом, а загоняет его внутрь. Это своеобразный тупик, способный привести к астенической депрессии и вследствие этого совершенно выбить нас из колеи. Культивируя жалость, мы заранее обрекаем себя на поражение в борьбе с различными проблемами, в том числе и с болезнями. Кроме того, жалость, подобно наркотику, ничего, кроме негатива, принести не способна. Жалость к себе серьезно расшатывает психику и вредит нашему здоровью. Особенно недопустима жалость во время высокой температуры и боли во всем теле. Это затягивает процесс выздоровления.
Второе. Самовнушение. Тревожно-мнительным людям вообще очень трудно выздороветь. Самые банальные заболевания, такие как ОРВИ, ангина и сезонная аллергия, ввергают их в настоящую панику. Постоянная беспричинная тревога ведет к тому, что все болезни переносятся такими людьми гораздо тяжелее. Установлено, что даже от обычной простуды они выздоравливают на несколько дней дольше, чем люди, настроенные оптимистично. В свою очередь, мнительность вызывает расстройство вегетативно-нервной системы и метеочувствительность. Таким образом, получается замкнутый круг. Третье – это неверие в медицину. Подозрительные личности уверены в том, что врачи чего-то не договаривают, назначают им не те лекарства. В общем, всячески вредят их здоровью, вместо того, чтобы лечить. Такие люди отказываются от традиционной медицины, обращаясь порой к весьма сомнительным народным лекарям. Конечно, простуду народными методами вылечить вполне реально, а если болезнь достаточно серьезная, упущенное время может привести к весьма печальным последствиям. Конечно, не стоит относиться к своему здоровью беспечно, однако и постоянная зацикленность на проблемах здоровья пользы не принесет. Как же перестать притягивать к себе болезни? Первый шаг. Утром вместо сканирования задавайте себе вопрос: как мне помогает поиск опасности в своем теле? Какую пользу приносит сканирование организма? Полезно напоминать себе, что польза эта равна нулю. Вы не врач, и в вас не встроен аппарат МРТ. Второй шаг. Опирайтесь на факты. Скорее всего, вы уже обследовались вдоль и поперек. Медики зафиксировали полное отсутствие опасных для жизни патологий в вашем организме. Вспоминайте об этих фактах. Третий шаг. Оспаривайте тревожные мысли. А что если? А вдруг? Ведите дневник, куда выписываете каждую катастрофическую мысль про здоровье. Разделите лист на 2 колонки – прогнозы и факты, и заполняйте их. В конце недели посмотрите, сбываются ли ваши опасения. Вы увидите, что ни один не сбылся. Это упражнение поможет понять вам, что опасность заболеть надуманна. Она существует только в вашей тревожной фантазии. Вы сможете мыслить по-новому, опираясь на реальные факты. Симптомы ВСД безопасны. Чем меньше вы будете придавать им катастрофического значения, тем быстрее они пройдут. Достаточно выполнять простые рекомендации. Концентрируйтесь только на реальных симптомах. Фантазии здесь ничего, кроме вреда, не принесут. Весьма часто оказывается, что мысли о болезнях, вследствие ощущения собственной ненужности и подсознательного желания привлечь к своей персоне внимание окружающих, самое действенное средство от этого – забота о других людях. Недопустимо переносить на себя болезни других людей. Не примеряйте чужие болячки на себя. Спрячьте подальше медицинские справочники, иначе вы рискуете обнаружить у себя симптомы всех описанных в них болезней. Ну а для того, чтобы полностью исключить мысли о якобы живущих в вас болезнях, вовремя проходите плановые обследования. И если тема понравилась, подпишитесь на канал «Жизнь женщин» и поделитесь с друзьями. А я благодарю вас за лайки, репосты и отзывы. До новых выпусков. Пока.